Здравствуйте, рыбки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас увидите, это общий таро-прогноз на следующую неделю по дням недели. То есть мы делаем расклад по дням, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем. На каждый день выкладываем по одной карте. Сначала из основной колоды и затем из дополнительной. Смотрим на те комбинации карт, которые у вас выпадают. Колоды я уже перетасовала для экономии времени, как я делала это ранее. Давайте посмотрим, что у нас из этого получилось. Итак, рыбки, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, первая карта прямо потрясающая у вас, потому что у вас маг есть, шестерка жезлов, победа, туз пентаклей, крупные деньги, шестерка пентаклей, меценатство, да, успех материальный, успех финансовый, королева пентаклей, которая умеет зарабатывать деньги. То есть здесь прям вот успешная работа, успешные достижения, хорошие результаты. Вот и ощущение по карте маг, первая карта, вот той активной воли, энергии, которая есть у вас в начале недели рабочей. Да, то есть вы здесь прям вдохновлены по королеве кубков. Это ваша карта, вашей стихии, тем, что вы делаете, как вы это делаете. Вы прям вот знаете, как готовы работать на себя, или ясно, четко видите, представляете себя здесь, в этой ситуации, как человека, который понимает, что делать, какие шаги предпринимать, как идти к своим целям. Очень хорошее сочетание, хорошая карта для вас, нового начала недели. И затем шестерка жезлов, которая идет следом во вторник, она что же о возможности быть в центре внимания, потому что вы этого внимания заслуживаете, потому что вы по шестерке жезлов здесь добились каких-то успешных результатов и вами восхищаются. Либо вы здесь успешно что-то завершили и чувствуете победу, триумф. Возможно, вы здесь проявляете свои лидерские качества, как-то заявляете о себе или выделяете себя среди толпы, и поэтому здесь, может быть, кого-то вдохновляете на свои там какие-то подвиги, да, чтобы тоже люди так же само, как вы, стремились к этому успеху. Карта хорошая. Также карта, в принципе, и мудрых решений, победных, успешных решений, которые вы здесь готовы делать вместе с картой сила. Кстати, карта льва, может быть, общение с человеком знака лев. Шестерка жезлов — это тоже лев. Да, то есть здесь такой лев в квадрате, простите, чуть заикаться не начала. То есть здесь может быть общение с человеком знака лев. Но вот в целом, опять-таки, общая энергия такого сочетания — это победа. Успех во влиянии на других людей, победа в том, как вы себя здесь проявляете, в вашей духовной силе, вы чувствуете эмоциональный подъем от того, что вы чувствуете себя победителем, да, то есть у вас много силы, страсти, вот этого огня и желания действовать. Карта туза пентаклей в среду, карта материальная и очень такая вот финансово стабильная, говорящая о процветании и независимости, которую вы чувствуете благодаря тем деньгам, которые у вас есть. Может быть, потому что вы их заработали, здесь получаете, может быть, получаете какие-то крупные выплаты или вас хвалят за что-то, за ваши достижения, даже если это не что-то, что можно пощупать руками, но вы чувствуете гордость за те результаты, которые у вас есть. Поэтому туз пентаклей вместе с тройкой кубков есть возможность поделиться этим успехом с окружающими людьми, близкими, коллегами, друзьями, рассказать о своих успехах, и они вами опять-таки восхищаются. Возможно, здесь речь о том, что вы чувствуете стабильность, какую-то успешность, опять-таки, в общении с друзьями или с близкими вам людьми, которые вас поддерживают. Тройка кубков, она также про успех говорит. Успех, да, и туз пентаклей, успех, успешное, материальное нечто, что в этот день имеется. Следующая карта называется материальный успех. И действительно, благодаря этому материальному успеху вы как будто бы можете как поделиться с другими теми результатами, которые у вас есть. Может быть, кому-то что-то подарить, отдать, выступить в роли мецената такого, да, то есть как отдать десятину, потому что вы смогли заработать эти деньги, вы хотите теперь как-то отплатить Вселенной за то, что она вам помогла в осуществлении этих целей. То есть здесь готовность дарить, отдавать, давать какие-то советы об успехе, опять-таки, да, как прийти к тому результату, как и у вас. То есть очень хорошая на самом деле карта, и она здесь же совпадает с другой колодой, обратите внимание, что очень интересно, совпадает с той же шестеркой пентаклей. Только здесь
в более таком крупном плане именно рука одна отдает другой, да, то есть возможность что-то отдавать, передавать, получать от других людей. Также по шестерке пентаклей может происходить в этот день. Может быть, вы кому-то что-то дарите или там на день рождения идете, может быть, вам что-то дают, какой-то бонус, подарок, какие-то деньги. Следующая королева пентаклей, финансовая и стабильная, может говорить про общение с земным знаком. Это девы, тельцы, козероги. Также и о вас, хоть вы водный знак, но вы можете по королеве пентаклей чувствовать эту материальную стабильность финансовую, благодаря тому, что вы проявили трудолюбие, что вы были очень настроены на стабильность, на вот эту вот, на постоянство в вашей жизни, что вы были верны своему делу. Также здесь можно говорить и про верность в отношениях, про сердечность в отношениях с другими людьми, в доме, в отношении дома, хозяйственность, практичность, которую вы проявляете по королеве пентаклей. И тут же карта звезда, какие-то надежды и планы, которые у вас связаны с земным знаком, либо с финансами, которые вы зарабатываете, с чувством стабильности, которую вам эти деньги дают. И вас также они вдохновляют, эти успехи, потому что звезда, она дарит надежды и вдохновляет. Она дает вам возможность как будто бы еще по карте звезда еще к большим результатам стремиться, еще к большему результату идти и надеяться на еще большее свершение. При этом давайте посмотрим, почему вот карта пятерка кубков выпадает у вас на субботу, да, показывает человека, который разочарован в чем-то. Что-то здесь вот в субботу не сложилось, карта смерть, что-то завершилось, что-то завершается. Интересно. Такие хорошие карты всю неделю, и тут что-то завершилось, и это неожиданно для вас, и неприятно, и разочаровывает вас. Может быть, связано со Скорпионом, это карта Скорпиона. Опять-таки, здесь в этой колоде смерть представлена в виде смерти и возрождения, то есть там тоже звезда есть, да, как на этой карте. То есть понимание, что даже если что-то негативное здесь происходит, это как будто бы является не окончанием, а началом чего-то лучшего и нового. И по карте смерти вы готовы здесь попрощаться с чем-то, что было раньше, что вам не подходило, и избавиться от ошибок прошлого, от призраков прошлого, да, как будто бы с ними попрощаться. Либо если здесь возникает какое-то разногласие, скорее всего, здесь вы его и решаете, там, да, в доме разногласия или вот какие-то проблемные вопросы. Карта императора, карта, которая есть у вас в воскресенье, мужская, может говорить про мужчину, может говорить про Овна, это карта Овна, а может быть даже про вас говорит, про ваше желание занимать доминирующую такую властную позицию, управлять ситуацией, необходимость принимать решения и быть таким лидером в этой ситуации. По девятке жезлов, если мы говорим про общение с мужчиной, то здесь может быть ситуация, где кто-то отгораживается, да, может быть он отгораживается от вас или вы от него. Может быть, как отгораживается кто-то вот этим забором, частоколом для того, чтобы себя защитить, защитить свою душу, да, или защитить свои чувства, то есть защититься. Может быть, проявляет упрямство или показывает спокойствие там, где не все спокойно, возможно, либо желание все структурировать, ваше желание управлять ситуацией, быть таким лидером для того, чтобы довести начатое до конца, что-то доделать, выполнить, да, и прийти к результату, который, опять-таки, вы себе настроили, даже если в субботу что-то вот пошло не так, как вы планировали, потому что в субботу какие-то перипетии происходят. Можете мне написать, мне даже самой будет интересно, что у вас, рыбки, происходит в субботу, потому что вот все карты хорошие, тут на тебе вот такая вот ложка дегтя, да, в бочке с медом. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака я завершаю. Напоминаю, что можете подписаться на мой YouTube-канал, также оставить лайк или сообщение, кому это интересно. Буду очень рада ответить на ваши комментарии. До скорого!